Все нормально. Всем привет, доброе утро. Меня зовут Руслан, я гитарист группы Asymmetry. Сегодня мы находимся на прекрасной студии Black Yan в городе-герое Минске. И в сотрудничестве с Belarusian Underground Scene пабликом ВКонтакте мы хотим быть достаточно дерзкими, чтобы запустить новую традицию обмена техническим опытом с музыкантами нашей необъятной родины. Сразу оговорюсь, что все, о чем мы здесь будем рассказывать, ни в коем случае не является истиной в последней инстанции. Мы сами об этом знаем, но это наша попытка сделать мир немножко лучше, а жизнь музыкантов немножко легче. Для начала я просто пройдусь по всей цепи, которую мы используем, начиная от гитар, дальше в процессоры, микшер, софт, который мы используем, и мониторинг. Так, ну, начнем, наверное, с гитар. Это лялька моя. Это майонез Cetius, кастомные палки из Польши, если кто не знает. Так, сейчас, секунду. Так, немного по спекам. Здесь махагонь, топ клен, стандартная мензура, 25 дюймов, датчик Bare Knuckle Aftermath, по-моему, и DiMarzio Evolution, который шел в стандарте с гитарой, трехпозиционный свич, громкость тон, который я никогда не использую, и здесь прикольная штука, есть push-pull, чтобы делить датчик для отсечки. Вот. Второй девайс, который использует наш Джо Сатриани, он же гитарист Сергей. Спеки, кстати, довольно-таки похожие. Махагонь, кленовый топ, мензура то же самое, только, кстати говоря, шестиструнная гитара. Здесь деактиватор DiMarzio, здесь какой-то стандартный датчик, он сказал, что он говно. Трехпозиционный свич, пуш-пула нету, тон тоже нахрен никто не использует. 2005 года, за кадром голос говорит. Мы, как настоящие диванные гитаристы, хипстеры, тыкаем наши гитары напрямую в гитарные процессоры. Бренд Line 6, оба в рэковом исполнении. Это X3 Pro, это HD Pro. Дальше сигнал с процессоров отправляется в наш микшер, о котором мы немножечко попозже расскажем, и, собственно, на компьютер. А из микшера это идет дальше в консоль и на панораму. Основным критерием выбора именно цифрового микшера была идея о том, что мы хотим максимально абстрагироваться от внешних факторов студии или концертных площадок, от аппарата, на котором мы играем, потому что мы привозим вот весь этот космолет вместе с собой для того, чтобы максимально донести тот звук, который мы хотим. А как мы знаем, на концертных площадках в Минске звук не всегда соответствует ожиданиям и довольно часто оставляет желать лучшего. Вот так вот. Мы испытали эту штуку не так давно на концерте в городе-герое Барановичах, когда весь сетап и установка всего этого дела заняла примерно 15 минут, и еще 5 минут нам понадобилось на то, чтобы немножечко покрутить параметры и привести с собой тот звук, который мы имеем на репточке. Наверное, стоит немножко более подробно остановиться на цифровом микшере, который мы используем. Это Behringer XR X18, цифровая миксинговая консоль. Сейчас немножечко попробую пройтись по ее спекам. Так, что тут у нас? На верхней панели мы имеем 16 комбинированных входов. Комбинированных, потому что джек и XLR. Два основных выхода, левый и правый.
блок выходов-входов для мониторинга. Основная киллер-фича, из-за которой мы выбрали именно этот микшер, это то, что он позволяет иметь 6 раздельных мониторинговых миксов. Сейчас подключен только первый, который для инструменталистов. Следующий выход используется для подключения специальной мониторинговой системы Behringer P16. Нищеброда у нас такой нету. Да. MIDI выход и вход, который управляет переключением пресетов на наших процессорах. Блок управления микшером по сети, беспроводной режим, режим по шнурку, USB подключение для использования микшера как аудиокарты. Сразу стоит отметить, что на самом микшере отсутствуют какие-либо физические контроллеры. Он контролируется только с ноутбука или с любого другого девайса, iPad, Android, телефон, планшет, Windows, ноутбук, все что угодно. Также есть возможность подключения по USB, тогда он может работать как аудиокарта. Это позволяет писать все 16 каналов по отдельности, плюс стереопару прямо в секвенсор. Это открывает определенные новые возможности записи концертов, репетиций. Можно попрактиковаться в сведении, можно послушать, что было не так, как-то улучшить свой уровень игры. Микшер управляется с ноутбука приложением Xair Edit App. Вот так вот он примерно выглядит. А в качестве секвенсора мы используем Logic Pro, из которого запускаются все подложки. И также Logic Pro управляет переключением пресетов на наших гитарных процессорах, так что мы не танцуем на сцене, переключая кнопочки. Что такое MIDI и зачем мы его используем? MIDI довольно полезная штука. Это формат, который позволяет передавать команды с одного устройства на другое или на другие устройства. В нашем случае мы передаем MIDI команды из секвенсора в микшер и дальше в гитарные процессоры. Так как мы играем под клик-трек, MIDI позволяет переключать пресеты на наших процессорах в нужное время. И вот как это происходит. Для того, чтобы лучше слышать лажи друг друга и метроном, с одного небезызвестного китайского сайта мы заказали вот такую вот мониторинговую систему. Здесь написано Sennheiser. Мы этому предпочитаем верить. Мониторинговая система двухканальная. Это в наших условиях позволяет иметь два раздельных микса, один для вокалиста и один для инструменталистов. Также с системой шли телефоны Motorola. Hello, Moto. Мне говорят за кадром. На самом деле это так называемые ресиверы, на которые приходит сигнал. И каждый из наших музыкантов заказал специальные мониторинговые наушники. Когда наш барабанщик Витя узнал, что можно слышать в этой жизни, оказывается, что-то еще, кроме левого хай-хета и райда, мы сделали для него отдельный микс, который он получает по шнурку из выхода на наушники. Собственно, вот. Это все, что мы пока хотели вам рассказать. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Ни в коем случае не подписывайтесь на наш канал. Да и пошли.